Всем привет. Иногда кажется, что уже все обо всем все знают, но, как оказывается, о многих популярных вещах известно не всем. Ну, раз вопросы задаются, значит тема актуальна. Поэтому поговорим сегодня об одном с виду простом, но любопытном предмете. Собирая натурезис для войны, я столкнулся с одной небольшой сложностью, а именно с фармом Ноксиона из Марадона. Если кто не в курсе, это босс, наносящий урон исключительно натур-дамагом, и броня против него не работает. Ну, в фури билде он убивается достаточно просто, но я пришел на него в проте. Ну, думал, ну что такого, я выше уровнем, шмот Т2, проблем не будет. Как оказалось, проблемы все же есть. Убить его мне удавалось с очень большим трудом, заюзав все, что имелось в арсенале. Ну, при повторных попытках иногда он все же оказывался сильнее. Не хватало вот чуть-чуть до того, чтобы добить. Ну, а если и добивал, то меня потом добивали ады. Да, мне потом надавали кучу советов, там, применяй натурпот и все такое, но в тот момент я вспомнил об одном любопытном предмете. Мы узнаем о нем чуть позже, а пока коротенькое объявление. Спонсором этого видео сегодня является мой второй канал. Если вы не в курсе о нем, то вот он, на главной странице. На этом канале я провожу стримы не только по классической игре World of Warcraft, но и также уделяю внимание различным интересным проектам. В частности, сейчас на канале проходят стримы по Ваниле Плюс, про которые вы наверняка слышали, но, скорее всего, не видели. Если потеряли меня, не недоумевайте, куда делись стримы. Они там. Подписывайтесь и будем видеться гораздо чаще. На всякий случай я оставил еще одну ссылочку в описании внизу под видео. Вот, а мы продолжим. Что за предмет должен был мне помочь в победе над Ноксионом? Многие уже догадались, алмазная фляжка. Та самая триничка, которую фурики используют на спидранах для бурстовых тактик. Юзая фляжку, вы получаете 75 силы на целую минуту. Этого времени как раз достаточно, чтобы зазерговать более-менее среднего босса. Но это не все. У этой трини есть еще эффект от хила. 9 хп каждые 5 секунд. Грубо говоря, 108 хп за минуту. Не так много, конечно, но вполне нормально для предмета 50 уровня. На прокачке там подхилиться, все такое. Но самое необычное в том, что этот хилящий эффект можно усилить. Да, одевая вещи на бонус к хилу, мы усиливаем эффект лечения. И даже более того, если у обычных хилящих заклинаний бонус к хилу работает частично со штрафом, в зависимости от скорости и типа заклинания, то тут бонус к хилу работает на все 100%. Причем на каждый тик. Понимаете, что это такое? Это значит, если у вас 500 БХ, то вы получите 12 тиков по 509 от личного здоровья. В сумме это будет равно более 6000 здоровья. Как вам такое? И это при том, что БХ можно разогнать еще больше. Некоторые вары говорят, что благодаря этому эффекту они на Валистразе выживают без посторонней помощи, на самоотхиле. Если это так, подтвердите информацию в комментариях, действительно вам этого хватает. Разумеется, в хилящем шмоте никто не сражается. Для правильного применения вам нужно одеть сет на бонус к хилу, заюзать фляжку, переодеться обратно в свой шмот на ДД, или на танка, и только после этого вступать в бой. Только важно не забывать, что если алмазную флягу снять, то эффект пропадает, поэтому она должна быть на вас все время в бою. Такое количество вещей вручную переодевать, конечно же, неудобно, поэтому для удобства смены комплектов одежды рекомендую использовать аддон Item Rack. Он достаточно гибок в настройках, вы можете вывести на горячие кнопки нужный вам сет и переодеваться в один клик. Да, в этом есть свои неудобства. Мне как танку места в сумках очень не хватает. У меня помимо моего танковского сета в сумке лежит сет на Fire Resist, сет на ДД, различные трини, щиты. А тут еще добавляется сет на бонус к хилу. Для воина собрать вещи на хил не так сложно. Потому что нужен именно бонус к хилу. Не нужен дух, МП5, интеллект, крит, прочее, только БХ, который в достаточном количестве встречается и на зеленке. Зелень стоит недорого, и бюджет наш не сильно пострадает. Кроме того, к нашему счастью, воин может одеть любой предмет в игре, чего не может ни один другой класс. Поэтому выбирать шмот можно абсолютно любой, без каких-либо ограничений. Хочешь ткань, пожалуйста, ткань. Хочешь латы, ради бога. Можно даже одеть 2 хиловских молотка, зачаровав их на бонус к хилу. Чего тоже никто из хилящих классов не сможет исполнить. Тем самым воин разгоняет БХ до невероятных значений.
Ну и со временем воину можно собрать более топовые вещи в инстах и рейдах. Главное, успевать вовремя объяснять сопартийцам, зачем вы это делаете, до того, как вас кикнут за ниндзя-лутерство. Если что, кидайте им ссылку на это видео. Трикс имеет очень широкое применение, вам открываются дополнительные возможности в фарме каких-либо боссов соло, в танковании. Помимо отхила вы еще получаете дополнительный трит на старте боя от лечения самого себя. В ПВП можно достаточно быстро переодеться в хил перед началом боя, проюзать флягу, одеть ПВП шмот и вступить в бой с эффектом лечения. Пускай противник ломает голову, какого хрена вар такой неубиваемый, мы там что, БФА играем. Да, только постарайтесь успевать переодеваться до того, как вступите в бой. В рейдах, где РЛ делает отсчет перед началом боя, это удобно. А вот если вы не запланированно вступите в бой, не успев одеть ДД-шмот, это будет фиаско. Вместо положительного эффекта получим обратный. Теперь, где добыть этот классный тринкет? Я об этом рассказывал в одном из старых видео по воинским квестам. Кто не видел, расскажу еще раз. Цепочка начинается с вашего тренера воинов, который с 51 уровня отправляет вас к павшему герою Орды. Найти его можно на переходе болот печали и выжженных земель. Герой предлагает вам пройти испытание, убив несколько кабанов, потом разобраться с сектантами, потом уже отправляет в сданувший храм, чтобы добыть несколько перьев с мини-боссов на балконах. Боссы не очень сложные, если вы не были в СТ на актуальном уровне, там можно пойти на 60 уровне практически соло. Ну и в завершении квестовой линии предлагается выбор из 3 предметов. На лоу уровне, выполняя этот квест, многие воины бывают в замешательстве. Ну что выбрать, шапку, плечи или фляжку? Шапка и плечи как пререйд просто шикарные, там хит, крит. Такие вещи редко встречаются нам в игре, ну прям руки к ним так и тянутся. Но теперь-то вы знаете, что нужно выбирать. Если у вас есть какие-то интересные способы применения фляги, напишите об этом в комментариях. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить что-то интересное, и удачи, не болейте. На самом деле у них был план сделать... А что это она мне амбуш дала в лицо? Что это за бред? Это что это такое? Еще и Да ладно, это откуда пришел? Хера себе. Вот посмотрите, откуда он пришел. Это что такое было? Как он меня оттуда с дороги увидел?